Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда баран бьет Джавахира, возникает хаос, и по этой причине Дилан злится на барана. Когда оттуда выходит Джавахир, Сабиха идет за ним и хочет предупредить Дилана, спрашивая, почему он так себя ведет. Джавахир, я ее начальник, ее муж с одной стороны, а ее мать с другой, скажите, какая это ерунда. В то время как Дилан говорит Гулю, меня опозорили, Гуль Джавахир Бей отвечает, извини, он это заслужил. Дилан говорит, что я собирался ответить, но когда Бэрон сделал это, я ошибся, хотя был прав. Гуль пытается вас успокоить, говоря, иногда мы поступаем так, чтобы защитить наших близких. Когда ты успокоишься, ты сможешь поговорить и решить проблему. Сабиха очень зла на Джавахира после того, что произошло на встрече. Он даже подумывает об увольнении Дилана, просто чтобы Дилан не пострадал. Харун очень взволнованно живет своей любовью к Ясмин. Волнение Харуна возросло, когда появился племянник человека, которого Ясмин называла своей любовью. Дилан поссорился с бараном после того, что он пережил на встрече, и его моральный дух был очень низким. Когда баран приходит к Дилану, звонит Джавахир. Джавахир извинился перед Диланом, хотя и косвенно. Повесив трубку, баран злится из-за того, что снова разговаривает с Джавахиром. Когда Дилан говорит, что Бэрон попал в трудную ситуацию из-за того, что он дал ему пощечину, Бэрон злится и говорит, на этот раз действуй, думая, что я поступил правильно. Дилан же продолжает делать свое дело и защищать ситуацию. С другой стороны, Гуль и Ферат признали, что баран был прав в том, что произошло. Джихан, напротив, говорит, что их соглашение является позитивным событием и начинает рассказывать о подготовке к свадьбе. В этот момент приходит Хасан и слушает разговор. Он думает пригрозить Ферату на том основании, что Джихан должен умереть, чтобы его сын и Гуль расстались. Когда Ясмин роняет и разбивает все тарелки в руке, Харун беспокоится о Ясмин и бежит к ней. Он с облегчением видит, что с Ясмин все в порядке. Бэрон рассказывает своему отцу о том, что сделал Дилан. Он особо отмечает, что действия Джавахира были преднамеренными и что, по его мнению, за этим стоят другие причины. Его отец говорит, что Дилан добьется большого успеха, несмотря на все трудности, и что он преодолеет эту ситуацию. В частности, он советует Дилану постоянно следить за ним и поддерживать его. Бэрон же расстроен тем, что Дилан не позволяет ему говорить. Бэрон и Дилан ложатся спать, но ложатся спиной друг к другу. Когда Дилан спрашивает, «Разве ты не думаешь извиниться передо мной?» Бэрон отвечает, «Я ни перед кем не буду извиняться за то, что защищаю свою жену». Затем он говорит, что сделает то же самое еще раз, и Бэрон поворачивается спиной и встает с кровати, Дилан садится и остается в постели. Джевдет и Цеврии задаются вопросом, есть ли что-то между Харуном и Ясмин. Пока он думает о Дилане в своем кабинете и грустит, Дилан не может спать в постели, ворочаясь из стороны в сторону. Когда баран приходит в комнату, один из них находится за дверью, другой перед ними, они колеблются, открывать дверь или нет, и знают, что друг друга там. Когда Бэрон сдается и уходит, Дилан открывает дверь и расстраивается, когда видит, что Бэрона нет. Ферат и Гуль идут, держась за руки, в свадебных платьях. Пока все сидят за завтраком, когда Дилан приходит последним, все понимают, что они поссорились. Когда госпожа Азади и Хасан разговаривают взад и вперед, баран заставляет их замолчать, говоря, «Это между мной и моей женой». Дилан встает из-за стола, чтобы я могла подготовиться. Джевдет проверяет слова Харуна о Ясмин, поскольку он согласился с Цеврией. Гуль и Ферат приходят на кухню и говорят Гэжи Каздер, что купили свадебное платье. Когда Ферат говорит, давайте посмотрим на него в какой-нибудь одежде, Гуль не хочет ее носить. Но когда госпожа Кадер настаивает, Гуль идет в комнату Ферата, чтобы одеться. Когда госпожа Кадер остается наедине с Фератом и благодарит ее, Ферат говорит,
Я просто так сильно любил ее, сестра Кадер, я причинил тебе много хлопот. Когда Гуль появляется перед ними в своем свадебном платье, госпожа Кадер очень тронута, а Ферат очарован. Когда Берен ищет зарядное устройство и не может его найти, он спрашивает Дилана. Пока он разговаривает с Диланом, у Барана звонит телефон, и он выходит из комнаты. Госпожа Сабиха приходит в офис Джавахира и дает ему видео для просмотра на моем телефоне. Госпожа Сабиха нашла человека, которому Джавахир передал товары в международной отправке Барана, и сняла видео с его признанием. Когда Джавахир спрашивает: «Ты мне этим угрожаешь?», он говорит: «Иди и покажи это Барану». Сабихи Ханем говорит: «Я покажу это твоему отцу, не Барану, а твоему отцу. Если ты продолжишь расстраивать мою дочь, подумай о том, как твой отец рассердится на тебя, когда увидит это». Джавахир Шейханлы и уходит. Когда Гуль приходит в комнату, чтобы снять свадебное платье, Хасан стучит в дверь и просит разрешения. Хасан пришел кое-что сказать Гулю. «Знаете ли вы, что он пытался убить Хасана Джихана?» Когда спросил Гуля, «Он тебе все рассказал», и ответил: «Чтобы ты не говорил, ты не можешь разорвать отношения между нами». Он спрашивает. Гуль чрезвычайно удивлена тем, что слышит, и идет к Ферату в своем свадебном платье, чтобы спросить, правда ли это. Пока Дилан готовится пойти на работу, приходит Берен и говорит, что с этого момента ты не сможешь работать с этим человеком. Берен и Дилан упрямятся, и когда Берен говорит, что ты нигде не будешь работать и не покинешь этот дом, Дилан хлопает дверью и уходит. Когда Гуль стоит перед Фератом и спрашивает его, действительно ли он собирался убить Джихана, Ферат просто смотрит. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.